Всем доброго раннего утра. Вот сколько не даю себе слова и клятву, что я исправлю свой режим и буду ложиться рано, но не получается. Все равно в конце работ есть желание что-то сделать, что-то записать, оставить для людей. Только после этого заняться собой, то есть поспать несколько часов. Но, в принципе, в эти дни я восстановилась, так что могу уже позволить себе записать для вас ритуалы. Дорогие друзья, многие женщины хотят родить, но не могут. Врачи не видят у них никаких отклонений. Вполне здоровые женщины, но не получается родить, не дают им ребенка. Я объясняла причины бесплодия, я объясняла, как снимается бесплодие, почему таким способом, а не другим. И основное количество ритуалов было для практиков. И это правильно, потому что практикующие люди, им дано призвать душу для рождения, им дано помочь женщине убрать вот это вот закрытое материнство. Вы знаете, дело не в том, чтобы человек называл себя практиком, потому что такие интересные люди, им кажется, что все, кто себя называет ведьмами, ими являются. И они считают, ну, все же одинаковые. Сколько раз мне были такие моменты, когда... Ой, вы знаете, я буду в Москве, хочу к вам на консультацию. Я говорю, вы знаете, это заранее надо говорить. У меня абсолютно нет столько времени, чтобы случайных людей принимать. Ну ладно, какая разница? Гадалка так гадалка. Я говорю, я не гадалка. Видите, насколько вы недалекий человек. И вы хотите после всего получить помощь сил, когда вы так безразлично, так глупо относитесь к своей жизни, к своей душе, к своему будущему. Когда вам все равно, кому идти и куда идти. Так вот, дорогие друзья, речь о том, что не каждый, не всякий, называющий себя ведьмой, на самом деле им является. Даже если является, ну, даже если что-то там есть еще другой аспект, да, другая сторона медали, дорогие друзья. Кому-то это дано, кто-то как бы по роду получает эту силу. Кто-то только вступил на эту тропу, но, конечно, не в 50, не в 60 лет. В любом случае, опыт, время, сила, знаете, искушенность во всем этом деле. Это все гарантия того, что начатая работа с этим человеком увенчается успехом. То есть не каждый, кто говорит «я ведьма», такой является. И не каждый, кто берется делать какой-либо ритуал, может быть уверен, что у него получится. Тут нужно разрешение, тут нужна сила. Сила у всех разная. Поэтому ритуалы снятия бесплодия тоже не гарантия, что у всех получится, все, кто возьмется за это. Но сегодня я хочу вам подарить ритуал, который могут сделать женщины, но совместно с практиком. Обращаться сначала к ней, чтобы она открыла эту дорогу. Тут дело не в плате. Плата не нужна, никто у вас платы требовать не будет. Дело совершенно не в плате, дело в том, что она должна открыть эту дорогу и попросить за вас. Вуду это очень серьезно, да и вообще любая стезя магии очень серьезна. И прежде чем решиться на такое, обращайтесь к практику, чтобы практик открыл вам дорогу. Позволил вам, скажем так, обращаться к этим силам и получить помощь. Итак, Лоа Дамбала. Это единственная сила, единственное божество Вуду, для вызова которого не нужно открывать перекрестки и не нужно обращаться к Элайгуа.
Его называют один из ипостасей бога зомби. Зомби – это творец, творение. Вторая часть, то есть вторая ипостась, вторая сторона его творения. Если бог зомби творил мироздание, хаос, вселенную, то бог Дамбала сотворил созвездие, сотворил землю, сотворил людей. Так считается. Его изображают в виде большого змея, а еще в виде мужского фаллоса. Я извиняюсь, что некоторые вещи придется сейчас говорить. Я еще пощадила вашу психику, да. Ну и дети смотрят. И поэтому не буду определенные вещи показывать, которые относятся к Лоа Дамбала. Итак, большой змей или творец с мужской силой, который помогал и помогает тысячелетиями женщинам не только Африки, но и других континентов родить детей. Это очень действенные ритуалы. И, как всегда, естественно, я вам даю проверенные работы, которые могут помочь вам родить ребенка, если все сделаете правильно. Второе название его Дамбала Ведо, что значит творец, дарующий жизнь. Он один из главенствующих Лоа. Подготовлю сейчас уже ритуал. Из клана Ради. Лоа Расин его называют, главенствующий, главный. Его культ в основном был развит в Новом Орлеане, в Гаити. Изображает его как змея. На алтаре он стоит как змей, то есть изображение змея. Говорят, что он был как великий змей, крутил этими кольцами и тем самым создавал все живое на земле. Дорогие друзья, что принимает Лоа Дамбала? Сахар. Это пришло из гаитянской магии. Молоко. Предпочитает белые и черные цвета. Иногда по праздникам ему подносят печень животного, желательно говяжью печень. Значит, овсянку, можно вот раздробленную. Различные орехи. Мед, благовония, сигареты. Но ни в коем случае нельзя ему подносить алкоголь. Это запрещается очень строго-настрого. Свечи белые, либо желтый воск. Это все, что я сейчас перечислила, вам нужно будет в том числе для вашего ритуала. Красный или черный или белый мешочек. Поскольку мне рождение нового ребенка сейчас не нужно, нет такой необходимости. Любит, когда подносят ему камни, лунный камень, например, белый топаз, белый кварц, белые камни, белый агат. А также предпочитает, когда женщины носят во время вот этих ритуальных дней, например, бриллиант. Дорогие друзья, его день четверг, и поэтому в четверг особенно сильно получается его ритуал. Постарайтесь сделать в четверг, в понедельник, в субботу, вот эти дни.
Делать можно и днем, но лучше всего получаются и активные духи после заката солнца. Молоко. Разлейте молоко. Это все после просто оставите до следующего дня, а потом вынесите и излейте на землю. Вуду откуп немножко другого типа, другого плана. Орехи. Орехи можно любые. Духи Вуду любят вот подобного типа жертвоприношения, вот такие каши. Некоторые любят мясные блюда, некоторые любят из кукурузы, из хлопка. Да, хлопок тоже подносят с молоком, с медом и так далее. Различного типа подношения. У вас должны быть прядь волос вашего супруга или мужчины, от которого вы хотите родить, и ваша прядь. Далее. Возьмите либо символ Дамбула, это, значит, изображенные на металле или на, значит, на дереве два фаллоса. Либо возьмите, найдите змея. Маленькая, значит, змеюку. Можно из золота, можно из серебра купить, даже подвеску, кулон. Либо в виде фаллоса. Но в виде фаллоса, я думаю, что, боюсь, вы не найдете. Это редкий случай, чтобы такое продавали. Ну, по крайней мере, я не встречала, чтобы женщин такое носили. Поэтому сами подумайте, что вам ближе удобнее. Можете заказать у кого-нибудь, сделать это из металла. На самом деле совсем не смешно, потому что символ плодородия. И испокон веков, и всегда это было. И во многих культурах это сохранилось. Поскольку считается, что мужское семя и есть начало жизни, начало династии, семьи и так далее. Но, в принципе, так и есть. Слово «семья» тоже есть «семья», понимаете? Которое мы немножко видоизменили и произносим как обычное слово. Итак, ваши пряди не отдельно вместе перемешать волосы, либо, значит, подвеску или сделанный из металла змея, либо в виде фаллоса. Закрыть после ритуала. Нужно повесить на шею, чтобы ближе к сердцу. 1 день носить это, потом спрятать. Периодически вытащить этот прядь волос, это изображение змеи, разложить на алтарь и проводить еще раз ему ритуал. Дорога раскрывается 1 раз. Раскрывается ведьмой дорога 1 раз, потом вы можете смело проводить. Если он будет к вам благосклонен, то вы родите. Желательно, если вы после проведения таких ритуалов, например, как-нибудь отнесете под дерево печень говяжью, целую, закажете, положите и скажете, что вы жертвуете Лоа Дамбула. И уйдете. Там не нужны монеты, там ничего не нужно. Боги Вуду очень могущественные. Если вы все сделаете правильно, у меня в моей памяти есть несколько таких случаев, когда женщины рожали в 48 лет и так далее. И это вполне реально. Только сделайте, как я вам говорю. Начнем. Читается 4 раза. Это оставляете, куда-нибудь уберите. Изображение змеи или статуи змеи может быть задействовано, может нет.
это не столь важно. Значит, алтарь либо черный, либо синий, свечи белые, извиняюсь, либо черный, либо белый, свечи белые или воск. Читаем. Свечи потом потушите и убирайте. Оставьте только благовоние и вот как бы то, что изготовлено. Можно потом перелить это в банку и вынести, вылить на землю. Можно и так сделать. Каждая сторона магии требует свои, понимаете, свои особые жертвы, особые как бы подношения. Например, ритуалы с рунами требуют потом пиво в жертву оставляем, открываем, выливаем. Есть ритуалы вуду, есть кавказские ритуалы. Везде есть свои особенности. Соблюдайте их. О великий Дамбала Веду, ты рождаешь жизнь. Змеиные кольца проникают в землю и небеса и создают все живое. О Дамбала Веду, дай мне дитя, подари мне наследника. О Дамбала, Куанзима, Киуме, Мбенго, Катика, Янгу, Тумбо, Наакуза, Ватато. Раскроется цветок, примет в себя семя и родит дитя. Награди нас за любовь, великий змей Дамбала. Подари мне наследника, дай родить жизнь. О Дамбала Веду, дай мне дитя, подари мне наследника. О Дамбала, Куанзима, Киуме, Мбенго, Катика, Янгу, Тумбо, Наакуза, Ватато. Река льется в море, семья льется в чрево. Соедини два начала, создай во мне жизнь, рождай через меня нового человека. Кольца великого змея кружатся, создают жизнь во мне. Дай мне плод нашей любви. О Дамбала Веду, дай мне дитя, подари мне наследника. О Дамбала, Куанзима, Киуме, Мпенго, Катика, Янгу, Тумбо, на Куза Ватато. О Дамбала, земля рождает из семени жизнь новую. Чрево женщины рождает ребенка. Дай мне наградить мужчину за любовь. О Дамбала, ты можешь все, и ты меня услышишь. О Дамбала Ведо, дай мне дитя, подари мне наследника. О Дамбала, Куанзима, Киуме, Мбенго, Катика, Янгу, Утумбо, Наакуза, Ватато. Аше, Аше, Аше. Да сбудется, как я говорю, как я сказала, как попросила. Заклято. Во. Итак, дорогие друзья, делайте этот ритуал несколько раз в месяц. До того момента, пока ваше женское начало не усилится. А это вполне реально. Вы сами читали, у женщин, у которых были операции, практически отсекли половину тела, вдруг внезапно просыпается женское начало. Начинает вырабатывать тело женские гормоны. Понимаете, это реально. Разбудить свое тело и родить ребенка. Только делайте так, как я говорю, делайте все правильно, и результат у вас будет что надо. Всем удачи!